всем дня! Сегодня у нас 5 октября 2023 года. Харьков, я продолжаю свой видеодневник. Сегодня у нас прекрасная погода, голубое небо, как вы можете видеть надо мной. И сейчас опять скажете, почему про погоду. Я буду говорить и про погоду. Спасибо большое, кто вчера поддержал в комментариях. Я буду рассказывать о всем, что меня окружает, потому что это мой просто видеодневник. Сейчас я бегу по делам. Я здесь оказалась на одной из старейших улиц города Харькова, на одной из моих любимейших. И как раз по такому стечению удивительному, да, обстоятельств, одна зрительница попросила меня, сейчас я зачитаю комментарий, показать ей кое-что. Таня, я ваша тезка. У меня к вам просьба. В Харькове я была с родителями, когда мне было 8 лет, 55 лет назад. Папа встречался с фронтовым другом. И я помню, что они жили в частном доме и работали на кондитерской фабрике. Я тогда впервые увидела шоколадные фигурки. Меня тогда угощали. Расскажите, пожалуйста, что сейчас в шоколадной фабрике имени Крупской, фабрикой Крамского? И сколько фабрик шоколадных сейчас в Харькове, с уважением, ТВ? Спасибо большое за ваш комментарий, как раз тема, не знаю, как так происходит, но случайностей в жизни не бывает, я так уже поняла. И как вы можете, я не знаю, узнали ли вы, нет, конечно, прошло 55 лет, и то, что вы видели в 8 лет, это, конечно, очень сильно отличается. Вот за моей спиной то, что осталось от фабрики Крамского. Во времена вашего детства это была фабрика имени Крупской, кондитерская. Очень красивая фабрика. У меня есть на канале видео, наверное, сейчас вам скажу, 3-летней давности, как я хожу по этой фабрике. Там на территории. Сейчас я туда не пойду. Сами понимаете, время тяжелое. В общем, остались от нее руины. Вот руины остались, ничего нету, к сожалению. Когда был жив Кернес, был проект по реконструкции этого здания. Здесь собирались сделать или торговый центр, или, в общем, какой-то красивый офис. Я точно не помню. Здесь стоял огромный транспарант на въезде в главные ворота в фабрику. И был план реконструкции. Это был, по-моему, если я не ошибаюсь, 2019 год. У нас тогда активно все реконструировалось в городе. Эту улицу вообще собирались реконструировать, обустраивать, благоустраивать. Ну, а дальше вы сами знаете, что. Начался коронавирус, мэра не стало предыдущего. Это все свернули, завернули, увезли эти все транспаранты. В общем, ничего не стали реконструировать. А здесь должна была быть красота неописуемая, да, как это выглядело на транспаранте, предварительный план. В общем, хотели сохранить старый фасад здания и его как-то законсервировать в новую, совместить новый проект, новую красивую конструкцию с стеклянной такой огромной витриной, со стеклянным куполом. В общем, сейчас это никому не надо, уж и подавно. Еще до 2022 года, я же сказала, что еще в 2020, по-моему, это все просто свернули. Ну, все. Нет мэра, нет плана. Ну, а сейчас война, естественно. И я думаю, денег нет на восстановление города, к сожалению. Хоть бы хватило, чтобы людям восстановить их дома. А у меня глаз начал дергаться. Нервная. Это нервная. Несмотря на то, что вы видите, как я максимально спокойно себя веду на протяжении 1,5 лет, все равно это все дает о себе знать. И нервы шалят. А в общем, вот такая вот красота была. Посмотрите, я, наверное, прикреплю ссылку на видео, когда мы здесь ходили по территории. По-моему, мы были с Норой. Да, с Норой. С кем же я еще могла пойти? Только с Норочкой. В общем, вот такая вот красота пооставалась. Ну, все в удручающем, печальнейшем состоянии. Хотя это одна из старейших фабрик кондитерских города Харькова. Очень грустно, очень. Ну, а я так надеялась, что сделают красоту с этого всего.
еще в 2019 году. Я когда здесь гуляла, я очень люблю прогуливаться по этой улице. Я вам когда-то рассказывала. И, в общем, когда я здесь гуляла, я увидела этот транспарант. И я думала, что все-таки все переделают и сделают очень все красиво. Но жизнь несла свои коррективы. И там... Ну, сейчас я вам переключусь, покажу сейчас. В общем, вот. Вот так вот это все сейчас выглядит. Тогда уже заехали тракторы, экскаваторы, расчистили территорию. То есть здесь реально нагнали кучу рабочих и собирались это все делать из этого. Я не помню что. Возможно, об этом есть сведения в интернете. Если погуглите, найдете. По-моему, торговый центр собирались из этого делать. Но я думаю, что теперь это просто все снесут. Когда закончится война, когда будут восстанавливать город, скорее всего, все просто снесут. Там еще очень красивая такая башня. Я не хочу сейчас заходить туда, потому что сейчас это все не то время, чтобы лазить по забору. Так, ну это же еще не все. Еще мы сейчас будем проходить мимо дома Серебряковой. Вернее, мы уже прошли мимо дома Серебряковой. В общем, я так точно вам показывать не буду, где он находится, потому что времена сейчас тяжелые. Ну вот, кто знает, тот знает. По этой улице, где точные координаты показывать не буду, чтобы меня ни в чем не обвинили, не дай бог. Да, в такие времена тяжелые живем. В общем, что я хотела сказать. Здесь в 1919-20-х годах проживала художница Зинаида Серебрякова, всемирно известная. Ее картины, ее вообще работы имеют мировое значение в области искусства, всемирного искусства. Это единственное жилище, которое уцелело и сохранилось до сегодняшнего дня, где она жила на Украине с детьми. Потому что перед этим они жили в селе Нескучном под Харьковом. У них там было имение у Лансере, Бенуа и Серебряковых. Было имение, кто не в курсе, в селе Нескучном под Харьковом. И во времена гражданской войны оно было разграблено бандами там, и сожжено. Ей пришлось переехать с детьми сюда. Вот так вот она проживала здесь перед тем, как уже навсегда уехала из страны в Париж. В общем, что я хотела сказать в завершении этому всему. Про Серебрякову, кстати, тоже у меня есть где-то видео на канале, не одно, по-моему, я снимала в прошлом году активно. Кто сейчас находится в Харькове, прогуляйтесь по этой улице, не пожалеете. Несмотря на то, что она сейчас находится в таком не очень хорошем состоянии, я все-таки верю, что наступят времена, я даже в этом не сомневаюсь, я знаю, что так будет. Наступят времена хорошие, и эта улица будет отреставрирована так, как это должно быть. Друзья, всем не забывайте, кстати, подписаться на канал, кто еще не подписался, мне будет приятно. Всем поставить лайк тоже не забывайте. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.